Добрый вечер, уважаемые коллеги. Как всегда, воскресенье, как всегда, Дэн Стрелков и проект Forex Times. И уже традиционно приглашаю вас в комьюнити Forex Times, где вы найдете уникальные прогнозы по данным Чикагской товарной биржи, сильнейшие диапазоны поддержки и сопротивления. Также вы найдете стратегические целевые уровни, треугольники, как предпоследние волны, индивидуальные консультации – и, конечно же, торговые рекомендации. Приходите, пожалуйста, буду всех рад видеть. И традиционно начинаем с евро против американского доллара. Сразу же обратимся к данным комиссии по торговле товарными фьючерсами, по которым мы видим увеличение покупателей на 59% и увеличение капитализации торгового инструмента на 6% до 229 миллиардов 277 миллионов долларов. И, уважаемые коллеги, профессионалы на Чикагской товарной бирже переписали свои ожидания в виде хеджеров опционов в колл. Это у нас максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам выше, гораздо выше, на уровень 1.1420, где вы видите, друзья, еще и чистые опционные контракты на сумму 257 миллионов долларов. В прошлое воскресенье я рассказывал про целевой уровень с опционными колл-контрактами на сумму 464 миллиона, но здесь не было уровней хеджеров опционов колл. В данный же момент на уровне 1.1420 у нас и 257 миллионов опционных контрактов колл, и, конечно же, максимально открытый интерес по колл-опционным контрактам. В глобальном смысле евро у нас находится в росте после треугольника. Поэтому, уважаемые друзья, если вам кто-то рассказывает вдруг сказки о том, что американской экономике, американскому доллару скоро наступит хана и американский доллар умрет, то расскажите, пожалуйста, что с научной точки зрения вы предполагаете с большой вероятностью, что американский доллар под давлением еще будет находиться буквально несколько месяцев, после чего мы увидим очень большое снижение. Так как, друзья, треугольник – это предпоследняя волна, а следовательно в данный момент мы имеем развитие коррекционной структуры АБЦ, после чего мы увидим очень большое снижение евро против американского доллара. Давайте посмотрим, кстати, откуда у нас в данный момент начался рост, а это волна. Так, А, Б, С, Д, Е. Вот отсюда начался рост. Это середина июня 2024 года. И посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, посмотрим вот здесь. Да, середина июня 2024 года. Вот эта волна началась. Следовательно, раз, два, три, четыре, пять. Друзья, не хватает у нас еще либо третья волна уже закончилась, развивается четвертая и еще пятая, либо третья еще не закончилась, потом четвертая и пятая. Я в данный момент пытаюсь найти вариант, как торговать рост. Друзья, собственно, в данный момент развивается импульсное движение. Если оно уже закончилось, и мы увидим с вами очевидную коррекцию, можно отложенными ордерами buy-stop выше локального максимума выставлять ордера. Стоп-лосс можно вот сюда, ниже локального минимума, и с целевым ориентиром 1.1420. 1.1420, еще раз напомню, это у нас максимальный открытый интерес по колл-опционным контрактам, которыми профессионалы хеджируют свои фьючерсные контракты на продажу, и чистые опционные заявки на сумму 257 миллионов долларов. Поэтому тенденция по евро пока восходящая с целевым ориентиром 1.1420. Золото. А по золоту, друзья, уже готовимся продавать. По той простой причине, что профи уже намекают, нам прям даже не намекают, а прям кричат опционными контрактами put 238 миллионов, 224, 600 миллионов, 616, и это по недельным опционным контрактам.
А если мы с вами вдруг переключимся на месячные опционные контракты, то мы с вами увидим стратегические целевые уровни 774 миллиона и миллиард, сколько? Миллиард 300 миллионов долларов. А теперь давайте посмотрим, что же у нас происходит на данный момент. Глобально мы находимся в росте после вероятного образования треугольника. Вход в треугольник осуществлялся снизу вверх на импульсном движении цены, следовательно, треугольник вы уже знаете. Это предпоследняя волна, и в данный момент у нас развивается последняя волна, а последняя волна должна быть импульсной либо в пятиволновой структуре, либо конечным диагональным треугольником. В данный момент с большой вероятностью можно сказать, что мы видим конечный диагональный треугольник, в котором еще не хватает 1/5 волны. Но, друзья, есть очень большой нюанс, который заключается в том, что есть как начальные диагональные треугольники, вы знаете, конечно же, так и конечные диагональные треугольники. Так вот, у них правила одинаковы, кроме правила пятой волны. В начальном диагональном треугольнике пятая волна всегда должна обновлять максимальное значение, то есть быть либо выше, либо обновлять минимальное значение, если это нисходящий начальный диагональный треугольник, а вот в конечном диагональном треугольнике пятая волна может быть усеченной, поэтому есть большая проблема в том, чтобы сейчас поймать движение вниз, а именно, конечно же, если мы посмотрим на данные комиссии по торговле товарными фьючерсами, мы увидим увеличение покупателей. И да, действительно, мне очень хочется, чтобы пятая волна не была усеченной, чтобы движение вниз на импульсе не началось прямо с открытия торговой сессии, так как это будет некрасиво, поймать такое движение крайне трудно. У нас есть прекрасный диапазон сопротивления, это уровень 2,560, 2,570, и я буду пальцы все держать, все, которые у меня есть, крестиками, чтобы мы действительно в течение понедельника, вторника, среды, может быть, там начало четверга пришли к данному диапазону сопротивления, и уже здесь при возникновении паттерна рассматривали исключительно продажи. Тогда пятая волна им закончится, и мы сможем, в принципе, рассматривать продажи, так как все стратегические уровни целевые на данный момент находятся внизу. А треугольник, напомню, мало того, что треугольник является предпоследней волной, друзья, средняя линия треугольника, если вы выставите профиль объема от начала треугольника и до окончания, то вы увидите максимальную отработку объема именно на уровне средней линии треугольника. Данная линия является ближайшим таким сильным, очень целевым ориентиром для нас. Собственно, по золоту вот такой вот прогноз. Что делать на предстоящую торговую сессию? У кого чешутся ручки, почешите им чем-нибудь, но не покупайте, потому что, да, я понимаю, вы будете смотреть, как цена, возможно, будет расти, и будете думать, что Дэн, блин, подставу такую сделал. Мы хотели купить, он сказал, не покупайте, ай-яй-яй. Друзья, дело в том, что если я прав, и у нас образуется конечный диагональный треугольник, и образовалась усеченная пятая волна, вам будет очень больно, когда цена вниз полетит на импульсе. Вам так будет больно, если вы здесь купите. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Вот, поэтому будем надеяться, что цена вырастет в диапазон сопротивления, после чего мы увидим импульс-коррекцию и уже будем принимать решение о входе в рынок на продажу. Вот, очень надеюсь, что усеченной волны у нас здесь не будет. Если же будет усеченная волна, будем работать по ситуации. Импульс, коррекция, и принимаем решение о входе в рынок отложенными sell-стоп ордерами. Только таким образом, друзья, по той простой причине,
то, возможно, здесь что-то еще нарисуется. Пока не могу предположить. Пока я вижу целевые уровни 1.430, 1.420 и на месячных опционных контрактах это уровни 1.410 и... ой, извините, какой 1.400? 2.410, конечно, и 2.400. И по недельным опционным контрактам также 2.430 и 2.420. И сегодня не будет, друзья, индекса S&P 500, а рассмотрим фунт. Здесь очень интересный момент. Дело в том, что мы с вами прекрасно знаем, что между евро и фунтом корреляция положительная. Если евро растет, как я в принципе только что объяснял, то с большой вероятностью будет расти и фунт. Не всегда, но с большой вероятностью. Но по фунту дело в том, что профессионалы свое мнение высказали в ином ключе. А именно, несмотря на увеличение на 42% покупателей, друзья, профессионалы хеджеров опционов Call переписали свои ожидания вниз. Хеджера опционов Put переписали свои ожидания вниз. Более того, маркетмейкеры переписали верхнюю границу своего диапазона вниз. То есть цена у нас растет, фунт растет, и все профи на Чикаго переписали свои ожидания вниз. У меня очень большой вопрос, что происходит? А дело в том, что, посмотрите, пожалуйста, дело в том, что фунт достиг... Так, сейчас посмотрим. Вот, фунт достиг те опционные скопления контрактов Call, про которые я говорил в прошлый раз. А именно здесь 83 миллиона 298, и посреди недели у нас появилось 345 миллионов долларов опционных контрактов Call и хеджера опционов Call как уровень сопротивления. Цена достигла данного уровня и на данный момент остановилась. И дело в том, что если мы с вами откроем недельные опционные контракты, то мы увидим, что сверху у нас нету ничего. Пустое поле. Давайте еще посмотрим. Вот, посмотрите, абсолютно пустое поле. Но если мы посмотрим внизу, то мы с вами обнаружим, что у нас, оказывается, есть... Оказывается, есть скопление опционных контрактов Put, по которым экспирация уже давным-давно прошла. Но, друзья, я много раз говорил, что профессионалы достаточно часто ошибаются во времени достижения ценой опционных контрактов, крупных скоплений, но редко, очень редко ошибаются именно в уровнях, куда цена придет. Более того, вот запомнили, здесь достаточно большое скопление на 115 миллионов, 77, 77, 78, 39 и 39 миллионов. И если мы с вами посмотрим сейчас на месячные опционные контракты, то мы увидим, что практически там же находится и крупное скопление месячных опционных контрактов 121 миллион, 120, 121, 235, и рядышком находится скопление опционных контрактов на 244 миллиона. Друзья, при капитализации фунта в 46 миллионов, в 46, а для сравнения, по евро капитализация 229 миллионов. Ой, миллиардов, прошу прощения, 229 миллиардов против 46 миллиардов по фунту, то опционные скопления контрактов на суммы 235 миллионов, 121, 120 и 121 и 244 миллиона – это очень много. Очень много. Поэтому, друзья, я так полагаю, что как минимум профессионалы, если продолжать покупать данный торговый инструмент, они как минимум на предстоящей торговой неделе надеются на глубокое коррекционное нисходящее движение. И его мы можем попробовать с вами поймать, потому что целевым ближайшим уровнем является верхняя граница диапазона прибыли маркетмейкера на уровне примерно 1.29. А это от текущей цены 300 пунктов. 300 пунктов. Друзья, очень хороший можно поймать профит. 300 пунктов. Это не просто так. Более того, что интересно, верхняя граница диапазона прибыли маркетмейкера
по месячным опционным контрактам находится на расстоянии 200 пунктов от текущей цены. И там граница, верхняя граница диапазона прибыли маркетмейкера находится ниже цены, что говорит о том, что есть очень большая вероятность коррекционного снижения данного торгового инструмента, глубокого коррекционного снижения от 200 до 300 пунктов. Я думаю, прибыль можно попробовать поймать. Надеюсь, сегодняшняя лекция вам понравилась. Индекс S&P 500 мы не брали, потому что там пока ситуация не очень понятная, тем более вероятен еще небольшой рост. А в Америке все чаще начали говорить слово рецессия, поэтому нам нужно все-таки за этим подсмотреть. Друзья, традиционно в конце приглашаю вас еще раз в комьюнити Forex Times. Сегодня я рассказал вам про евро, золото и фунт. Но на самом деле очень перспективно на предстоящую торговую неделю выглядит австралийский доллар, швейцарский франк и, конечно же, канадский доллар, так как канадский доллар, все стратегические целевые уровни находятся далеко вверху. Маленькая подсказка. По канадскому доллару первый целевой сильный стратегический уровень находится на 1.4280. Это почти 800 пунктов от текущей цены наверху. Так что, друзья, отрабатывайте эти целевые уровни, зарабатывайте профиты, приходите в комьюнити Forex Times, я вас буду очень рад видеть. Всем спасибо и всем классного вечера. И пока-пока.